У нас праздничный завтрак, потому что у нас начинается отпуск. Я не влезла в штаны. А потом оказывается блогер. Вот думаю, взять ли мне с собой капельки, потому что больше мне уже заняться здесь нечем. Наша традиционная рубрика «Как неправильно собираться». Чики-чики-чики-чики-чики-да. Подготовка просто нулевая. Какой-то сумбур в голове. Тут уже какие-то комбайны рассекают. И здесь сразу же такая красотень. В таком состоянии мы проводим последние полчаса. Не будет такого провала, как сегодня. Произошло чудесное превращение дороги. Мы, судя по всему, уже в Тамбове. Все так скромно. Ага, куда тут можно только заехать и купить? Белый ку, да. На улице уже тепло, и мы завтракаем, садимся завтракать. Вот там Полина тянет свою руку. У нас сегодня отличное, вредное, но вкусное питание. Кстати, кто сказал, что оно вредное? Мне кажется, не вредное. Как ты считаешь? Я считаю, что все в меру. То есть в меру, я считаю, прекрасное питание. Как вкусно. Вот этот оладушек вообще прекрасен. У нас праздничный завтрак, потому что у нас начинается отпуск. Я не влезла в штаны, купальник видоизменился на мне, но я упорно продолжаю радоваться жизни, ни в чем себе не отказываю. Живем-то один раз. С добрым утром, друзья! Вот и наступил этот день, про который мы говорили, что мы отправляемся в большущее-пребольшущее. Там видны, кстати, ноги Полины. Она активно, кстати, машет рукой. Скажи привет зрителям. Привет! В общем, Полина тоже питается вот этим вот заведением. Кстати, как вам? Вы любите вот эти вот большие завтраки? Мы их просто обожаем, если честно. Больше всего обожает их Аня. Она готова вставать в 6 утра, нестись за ними в припрыжку. Ой, немножко волнительно. Собираемся мы в поездку. А залог успешной поездки – это хороший завтрак. Поэтому мы сейчас подкрепляемся. Это энергия, настроение. И будем выходить. Утро у нас, правда, не очень раннее. Ну, так у нас всегда складывается, как обычно. Да. А это тот человек, который к Песке уже давно готов и говорит: родители, ну что вы тянете-то, давайте уже поедем. Дорогие мои девушки, дорогие дамы, мои любимые однополчанки, если вы хотите тихого, спокойного отпуска, размеренного, неторопливого, ну, главное, спокойного, никогда, слышите, никогда не выходите замуж за блогера и с ними не связывайтесь. Но тут здесь какая еще проблема? Ты выходишь вроде нормальный, а потом оказывается блогер. Все дело в том, что когда вчера меня мама спросила, во сколько мы планируем выезжать, я ответила так: мы ориентируемся на 8, чтобы выехать в 10. Однако сейчас 11:28, и это еще не предел. Вот думаю, взять ли мне с собой капельки. Отличные капельки. Вот, видите? Нервозность и стресс. Очень помогает, я рекомендую. А я, наверное, пойду пропылесошу пока. Вот что я сделаю. Перед отпуском обязательно в день отъезда нужно пылесосить. Потому что больше мне уже заняться здесь нечем. Фуф, только-только заканчиваем перетаску вещей. Все, мы покидаем дом. Все, садитесь на дорожку. И я тоже. Оль, посиди немножко. Что у тебя? Нет, правая нога. Что у тебя с правой ногой? Ну какая-то грязь от Полины. Иди папу таким сделай, а то что это я красивая, а он нет. Можно вот без этой музыки? В общем, мы все присели на дорожку. Мы наконец-то практически закончили сборы. Ну что, как говорится, с Богом! Поехали теперь уже точно, я надеюсь.
Вот, у нас в честь сыграл «Прощание славянки» практически. Это оставь. Все приходится, таможня. Таможня работает. Все, Даник, пока. Я воду-то не отключил. У тебя есть шанс помыть ноги. Да. Я же забыл ее отключить. Вот мы и в лифте. 6, 5 и 1. Наша традиционная рубрика «Как неправильно собираться». Это взять все, а потом это все, оно просто-напросто не помещается никуда. Мастер упаковки. Помните всю эту кучу громадную? Вот она теперь тут. Структурирована. Вау! Так, вот теперь у нас пока вот здесь вот так. Папе с Полиной места в машине не хватило, и они решили идти пешком. Приветствуем вас на новом детском канале. Нам уже жаловались, что наш канал превращается в детский. Простите. Вау! Вот это аттракцион. Невиданная щедрость. Зато ребенок повеселел. Полина, Полин, ты в Тамбов хочешь? Да! Ура! Полина хочет Тамбова, чики-чики-чики-чики-чики-та. Собственно, Тамбов – это первый город, куда мы отправляемся. Остальные вы будете узнавать, если будете оставаться на нашем канале. Ну, вот мы и поехали. 3 года мы с Аней не выбирались в большие поездки. Была пара небольших выездов в Тарусу, Питер, но это все на несколько дней. А тут мы решились сразу на 3 недели. В силу известных событий про Европу пока что приходится забыть. Но путешествие даже по России с непривычки кажется нам каким-то сумасшедшим и невообразимым по масштабу и сложности. К тому же мы едем с 2-летним ребенком и не представляем, как это вообще все будет. Получится ли нам насладиться поездкой? Удастся ли по-настоящему отдохнуть? Реально ли будет снимать кино? Вопросов больше, чем ответов. Мы едем словно в первый раз, но душа требует смены обстановки и рвется на простор. Нас манят новые дороги и направления. Поэтому, крепко зажмурившись, отбросив все сомнения, мы отправляемся. Одну аварию догнали. Вот из-за чего мы здесь стоим. Вот, чувак въехал в автобус, видимо. В общем, мы выехали на М4. Первая часть пути проходит по этой трассе, но сегодня пятница. Впереди задор. И впереди задор, как сообщает мне тетенька из навигатора. До Тамбова 450 километров, и мы их будем ехать по неизвестным нам дорогам. То есть вот участок М4, где-то за Каширой мы уйдем на какую-то второстепенную дорогу. И это будет что-то новое в наших приключениях, потому что, лично я, да и Аня, собственно, мы никогда по этим дорогам не ездили в Тамбове, мы никогда не были, поэтому это для нас новый город. На самом деле в Тамбове мы проведем всего 1 ночь, и завтра утром, если успеем, если это не будут такие же сборы, как сегодня, то, возможно, попытаемся хотя бы доехать до центра, посмотреть какие-то основные места, но особенность подготовки к этой поездке заключается в том, что подготовка просто нулевая. Если Аня иногда хотя бы раньше там как-то что-то зачитывала, прочитывала, выписывала материалы про достопримечательности города, то в этот раз ничего. А все потому, что я же теперь мать, вот, ты же мать, я же мать. И теперь я читаю всякие книжки, готовлю Полину к детскому саду, потому что никаких врожденных знаний у меня нет, инстинкты у меня почему-то слабо развиты, приходится черпать знания в книгах, чем я и занимаюсь. Но там про Тамбов я сегодня ночью обязательно прочитаю, обязательно обещаю вам, но хотя бы несколько интересных фактов мы найдем. Оставайтесь с нами, все самое интересное впереди, путешествие только начинается. Начинается, честно скажу, достаточно тяжело,
Во-первых, поздно выехали, во-вторых, какой-то сумбур в голове. Поэтому пока что тяжеловато, но, как сказала Аня, скорее всего, за первые несколько дней мы должны будем к этому режиму привыкнуть, вкатиться, так сказать, в него, и тогда все будет хорошо, будет много контента, нового интересного видео и прочее, прочее, прочее. А сейчас мы просто едем. Наша первая задача – это доехать до Тамбова и попытаться выспаться, потому что лично я последние уже ночи 4 сплю не более 4 часов ночью. И пока что бодро и весел, но так долго нельзя. Поэтому первая и единственная задача на сегодня – просто доехать до Тамбова и выспаться. И сейчас мы с вами стали свидетелями интероперабельности транспондеров. Мой транспондер, который висит в машине, относится к оператору «Главная дорога» для северного обхода Одинцова. Ну вот, пожалуйста, на трассе М4 он точно так же работает. Скорее всего, без скидок всяких. Точно не уверен, но, по-моему, так. А мы едем на юг, и это прям чувствуется, мне кажется. Тут уже какие-то комбайны рассекают, желтые поля, более открытые просторы. Есть ощущение, что мы движемся на юг, да? У тебя тоже есть такое ощущение? Насчет трафика. Трафик пока что достаточно небольшой, хотя сейчас пятница, около 5 часов вечера. Наверное, все, кто хотел уехать на юг, уехали. Надеюсь, что когда мы туда приедем, они все оттуда уже уедут. Потому что по рассказам там творится какое-то безобразие, столпотворение. И вообще еще отдельно расскажу вам про бронирование квартир через Airbnb. А вообще у нас эта поездка – это квартирный тур. У нас не будет ни одной гостиницы, ни одного гостевого дома, хотя есть еще не забронированные точки ночевок, и, может быть, там что-то у нас появится такого рода размещения, но пока что это исключительно квартиры. В общем, об этом я еще расскажу. Это действительно очень интересно, особенно в сравнении с Европой, по которой у нас накопился определенный опыт. Так что смотрите, продолжайте, все самое интересное впереди. Куча вкусностей, полезной информации, красивейших мест. Ну и, в общем, все будет супер. Только что мы свернули с трассы М4, направление Тамбов-Волгоград. И здесь сразу же такая красотень. Очень красивая изгородь и уже сенокос вовсю. Мы едем по дороге Каспий. Места очень красивые, особенно сейчас у нас такое вечернее освещение. Очень здорово. Такие поля, пролески. Кстати, хочу заметить, извиняюсь вот за эту трещину. Я все думал, делать мне лобовое, не делать. Но, в общем, не стал делать. Не хочется с неоригиналом связываться, а оригинал очень дорогой. Ну, это так, лирическое отступление. В общем, я хочу сказать, дорога отличного качества. Мой товарищ говорил мне, что 2 года назад дорога была так себе. Ну, видимо, подлатали, я не знаю. Ну, то есть дорога очень хорошая пока что. Очень красивые виды, красивые пейзажи. В общем, пока что едем, наслаждаемся. В общем, все у нас хорошо. У нас точно. У Полины сложно сказать. Об этом сейчас расскажет мама. Ну, как у нас дела? Пока Полина спала, у нас дела были намного лучше. Я успела почитать, дочитала книгу первую, которую взяла с собой, одну из. Вот, теперь Полина рисует. Вот Полина, точнее, разукрашивает. Вот у нее тут. Вот она. Вот. Да. Кстати, узбекская кухня. Не хотите ли узбекскую? Нет, такой не хотим. Вот, в общем,
поскольку Полина у нас девушка темпераментная, ну, то как скажем, темпераментная, она, видимо, такой ярко выраженный холерик, вот, гипертим, все ей надо быстро. В общем, поэтому сидеть ей долго сложно. Все время и нужно что-то новое. Еще и главное, не всегда понимаю, что именно. Но вот как-то в таком состоянии мы проводим последние полчаса. Вообще мы думали, что в 2020 уже никуда не поедем. Идея родилась внезапно. Буквально за месяц мы накидали маршрут, и вот мы уже в пути. Куда же поехать? Был вариант на север типа Карелии, Заполярье, Хибин, но там мы уже бывали. Либо на море, но хотелось, чтобы поездка была разнообразной по географии. Манил Алтай, но если ехать на своей машине, то нужно закладывать месяц, а лучше больше. Да и слишком большие расстояния пришлось бы преодолевать. А с маленьким ребенком проезжать в день сотни километров – то еще испытание. Камчатка, Байкал тоже очень заманчиво, но опять же сложная, долгая и дорогая логистика. В ближайших окрестностях Москвы ничего интересного на пару недель мы не придумали. В общем, решили ехать на юг, куда-то в сторону Кавказа. Относительно недалеко, тепло, будут горы и обязательно будет море. И самое главное, весь маршрут для нас будет абсолютно новым. Мы выбирали такие места, где никто из нас еще никогда не бывал. Мы продолжаем ехать в Тамбов. Уже темнеет. За мной видно, что солнце зашло. Здесь очень сильно пахнет дымом. Что-то все горит. В общем, заехали к кафе у Вагана. Ну что, чувствуется все равно, что вот юг как-то вот все другое. Запахи другие, вот эти травы. Хотя мы еще совсем недалеко отъехали от Москвы. С поля ехать пока нормально, но, конечно, ей тяжело. Тяжело дается. У нас было только что 5 часов подряд в дороге. Ну, в общем, дела такие. Сейчас хочется уже поскорее приехать в Тамбов. Понятно, что сегодня уже ничего не посмотрим. А после этого спать. И, надеюсь, завтра все будет по-новому. Что не будет такого провала, как сегодня. А сейчас просто посмотрите на вот эти поля, просторы. Мы еще, кстати, по-моему, в Рязанской области. И я не знаю, когда мы окажемся в Тамбовской. Вообще не представляю. А вот и наши. А что вы собрались делать? Там памперс сейчас вывалился. Я хочу куртку себе достать. Тебе тоже рекомендую достать. Талюшкин, ну как дела? Как дела? Стой. Фубе? А что это там такое? Маме стало холодно. Да, и что-то прям... Я тоже рекомендую найти все это. Приблизительно за 70 километров до Тамбова произошло чудесное превращение дороги в двухполосную. И не просто в двухполосную, а, в общем-то, подобие питерской платной трассы М11. То есть очень хорошее покрытие, все освещено, 2 полосы, не очень высокий трафик. Ну, правда, днем, может быть, он больше, но, по крайней мере, ночью он точно небольшой. Вот до Тамбова 64 километра. В общем, это очень приятно. Прямо-таки. Вообще, я должен сказать, когда я в 2007 году сел за руль и начал ездить по даже ближайшему там, Подмосковью, во Владимирскую область, там, Суздаль, Псков, качество дорог, конечно, за 13 лет выросло очень сильно. Тут без базара, как говорится.
Мы заехали за ключами от своих апартаментов. Такой частный сектор, добротный. Хорошие ухоженные домики были. А сейчас мы, судя по всему, уже в Тамбове. Как-то не было почему-то ярких вывесок, указателей. Все так скромно. В общем, сейчас в поисках своей квартиры. И следующее включение уже оттуда. Тамбов будем смотреть завтра. Итак, друзья, представляю вам наши апартаменты в городе Тамбов. Очень широкая и просторная прихожая с достаточно неплохим ремонтом. Это видно по санузлу. Ну, для квартиры, я не знаю, предназначалась ли она для жизни. Мне кажется, она предназначалась для вот именно сдачи с самого первого момента, потому что она находится на первом этаже, в не самом удачном месте. То есть явно была самая недорогая квартира. Но ремонт в целом неплохой. И хотя есть элементы старой мебели, вот, например, достаточно большая двуспальная кровать, диван, видимо, где тоже можно как-нибудь устроиться. Ну вот, например, наш человечек здесь уже устроился. Как всегда, с мультиками. Ну и, собственно, как вы понимаете, мы доехали. Доехали уже где-то за полночь. Нам завтра опять в 6 утра вставать. Может, нам завтра не надо в 6, может, так? Ну хорошо, в 7. В 7 уже лучше психологически. У нас сегодня день здоровой еды. Остатки. Полина грызла, и мы все грызли. Так что мы не только гадости едим. Но гадости в первую очередь. Кто был прав о том, что нужно все-таки взять какой-то запас обязательно? Ой, Андрюшек такой молодец. Я говорила, зачем, какие проблемы, куда-то заехать можем всегда купить. Ага, куда тут можно только заехать и купить. Какой Андрюшек молодец. Ну вот Андрюшек молодец. В общем, здесь даже есть утюг и гладильная доска. Понятно, что здесь много всяких огрехов. Холодильник не первой свежести, явно из какой-то Саратов. Наверное, 20-летней давности этот холодильник, или 30-летний. Здесь вот есть какие-то незакрытые гештальты. И здесь есть даже балкон. Он немножко тоже какая-то ручка такая раздолбанная. Вот первый этаж, как я вам говорил. Закрытая территория, свой двор. Все тихо и спокойно. О, запахло дошиком. Ну, скажи в 2 словах о первых впечатлениях о поездке с ребенком в наше сумасшедшее очередное путешествие. Ну, пока мне сложно. То есть, во-первых, из-за того, что сегодня все сдвинулось, конечно, я очень предвкушала, я готовилась, я так этого хотела, потому что мне не было отпуска. Мы в Питер в прошлом году, конечно, съездили, вот, но как путешествие, такого прям путешествия, я уже давно не испытывала. Вот, на сегодняшний день что-то мне, честно сказать, измотал. Вот, и Полине тоже тяжеловато. Если Полине тяжеловато, то тяжеловато и мне. Мы будем надеяться, что это адаптационный период. Даже вот это расстояние 450 километров, ну, понятно, что мы очень поздно сегодня выехали, то есть мы только в 3 часа дня фактически выехали из Москвы. Где-то в 12 ночи, да, получается, мы приехали вот на эту квартиру, но еще заезжали за ключами. 9 часов, при том, что, в принципе, как бы путь рисуется там 5,5 часов. Полина пришла кушать. Полина пришла кушать? Я просто хотела сказать, что у Полины сейчас кризис во всем, даже в еде. Вот она ест вот эту вот кашу, она ничего не ест больше, кроме этой каши, понимаете? Это ужасно изматывает. Ну, может, меня женщины поймут, а может и не все. Ну, суть в том, что время не совпадает с расчетным.
все выбивается из графика, и получается, что мы сейчас опять должны поздно лечь, рано встать, и непонятно, смотреть ли завтра достопримечательность Тамбова, и опять нам 500 километров, это еще больше, чем сегодня, ехать до следующего нашего города. Левыку, да. В общем, первый день был сложным. Как будет дальше, мы вам расскажем. И пожелайте нам просто удачи, чтобы у нас все-таки хоть что-нибудь получилось, и чтобы что-нибудь мы вам интересненькое сняли помимо дороги. Ну ладно, сегодня поля красивые были в конце. Поля, да, из тага сена, да. Ну, а на сегодня мы все съемки заканчиваем. Сейчас будем все кушать. Дальше зарядки всех устройств, которых у меня миллион. У меня, кстати, видите, новый микрофончик. Беспроводной, Rode Wireless Go, потому что у меня было очень много замечаний по качеству звука в наших видео, поэтому пытаемся его теперь немножечко исправить. На сегодня все. Спокойной ночи и до завтра. Спокойной ночи. Пока. Пока. Полина тоже хочет попрощаться. Скажи. Блин, скажи пока. Скажи пока-пока.